Всем доброй ночи. Вы знаете, мне уже сколько раз писали и в прямом эфире, и так говорили. Можно еще раз покажите камни, вашу коллекцию, расскажите о них, о свойствах и так далее. Я покажу некую часть коллекции. Здесь в основном серебро, есть и белое золото, но в основном это серебро, серебряная коллекция камней. Насколько успею, насколько хватит эфира. Дорогие друзья, для чего нужны камни и зачем их нужно носить? Камни называют кости земли. Камни обладают определенной энергетикой, особенно кристаллы, минералы. В них как образуется кристалл? Соединение энергии Солнца и воздуха. А в воздухе, то есть, затверделые духи, а точнее заточенные духи, закрытые там. А в воздухе, в атмосфере обитают духи. Пожалуйста. И значит, минералы обладают силой духов. Почему называют бриллиант камнем богатства, удачи? Я отдельно потом сниму, сейчас не буду говорить. Потому что считается, что более всего концентрация духов и сил духов именно в бриллианте. Вот именно поэтому, дорогие друзья, скажем так, бриллиант считается самым дорогим камнем и самым благородным. Правда, еще и чистота существует, но в любом случае дороже бриллианта нет камня. Начнем. Я даже не знаю, как лучше. Наверное, вот так лучше. Да? Вот так лучше. Вам показывать и рассказывать о них. Ой. Итак. Я забываю, я немножко уставшая. Ну, если забуду, потом скажу камень. Марказит. Обычно я в камнях хорошо разбираюсь, но бывает, что забываю. Это марказит. Марказит, хоть и в древние времена был, но в основном его открыли не очень давно, в 17 веке. Марказит. То есть он как в широком использовании, в широкое использование вошел именно в 17 веке. Давайте вот так вот покажу, так лучше. Перстень. Да, это такой унисекс. Я тоже люблю. Это у нас римская монета, внутри сжатая в серебро. Вот. Да, точно. Это мне из Израиля подарок отправили. Это старая работа, не новая. Так, пойдемте далее. Тут одна выпала, больше не ношу камень. Да, красиво. Есть еще и кулон такой же. Подвеска. Это у нас белый аметист. Вот это вот белое золото и бриллианты. Маленькие. Кстати, хорошо, что я вытащила. А то я ее искала, где она была. Вот она. Сейчас отложу отдельно. Вот он. И 3 бриллианта. Сейчас в сторону. Это старый. Это мне в основном, дорогие друзья, все это в основном мне подарки. Если честно. Это афганский топаз синий. Топаз очищает пространство. Но хочу вам сказать, что топаз, дорогие друзья, носят
после определенного возраста. Не всегда он подходит. Понимаете, топаз надо носить, когда вы уже зрелая личность. Вот девушке 15, там 20 лет топаз вообще не подойдет, ни к лицу. Топаз нужно носить уже когда достаточно зрелый возраст. Основные камни-то я помню, некоторые, может, и запутаюсь, но это ничего страшного. Это афганский изумруд. Здесь черный хризопрас и белое золото. Он немножко мутный и темный. Вот. Да, я их уже изучила за эти годы. Топаз. Это вообще-то африканский топаз. Видите, он зеленоватый цвет. Смотрите, показываю. И то топаз, и это топаз. Он синеватый топаз, а это зеленоватый топаз. Да, но и то топаз. Кстати, куда же я? А, вот, все, я поняла, где мои камни синие. Вот еще топаз. Но этот топаз уже добывают ближе к нам. Это малазийский топаз. Вот, он практически беловатый цвет, но светло-светло-голубой. Топазы очень хорошо очищают кровь. Они действительно реально действуют на кровь. Но хочу вам сказать, что вы должны, понимаете, этот камень для зрелых людей. В молодом возрасте топаз не подходит по энергии человеку. А потом я водолей, поэтому мне нравятся эти камни. Светлые, голубые камни, вот это мои. Ой, это ведьмочка. Кстати, ну ладно, пускай будет здесь. Так. Это зеленый аполит. Вот. Есть апонит, есть аполит. Да, но это маленькая хюрем. Мутный такой он камень. Это горный хрусталь, это мне Лёша привез из своих путешествий, насколько я помню. Кажется, он привез мне. Потому что мне еще одну горную хрусталь дарил, но тот побольше. Вот. Он с позолотой красный, как бы красное позолота, это не золото. И серебро. Вот. Пойдемте далее. Так, это у нас топаз тоже малазийский, светлый. Вот он. Сюда надо его ложить. Это для маленького пальца. Это у нас авантюрин, дорогие друзья. Этот камень тянет во всякие авантюры, поэтому его так и назвали. Вот он, черный авантюрин, который вы говорите. Нету, нету, вот он. Аквамарин, сейчас скажу. Аквамарин по немножко другой. Сейчас буду вытаскивать, покажу аквамарин. Вот он, авантюрин черный. Это не самый, скажем так, редкий камень. Но он так и называется. Он синевой отдает, но он черный авантюрин, так называется. У него энергетика такая, знаете, если вам нужно на приключение, если тянет по ночам, надевайте. Это у нас агат и бериллы. Бериллы, дорогие друзья, они очень похожи на бриллиант.
практически идентичны, но есть некое отличие. Поэтому бериллы называют криминальный алмаз. 30% советского бриллианта были бериллы. Их нужно измельчить. Они вообще-то большие камни. Если они большие камни, конечно, ты никогда ее не примешь за, скажем так, за бриллиант, да, потому что бриллиант, он и есть замочек. Бриллиант, он такой огромный не бывает. Это единственное, что выдает берилл. А так он очень похож на бриллиант. Далее. Вот. Вот это вот я говорила. Вот он. Есть и его как бы подвеска. Римская монета. Пойдемте далее. Вот берилл. Видите? Но он такой огромный. Если вы будете, скажем так, такое носить, да, никто никогда не поверит, что это бриллиант. Потому что такой огромный не бывает. Но он очень похож на бриллиант. Если он мелкий, маленький, его можно принять за бриллиант. А теперь смотрите, вот он бриллиант. Чем-то схожи. Правда, если вживую посмотреть, отличия есть. И для знающего человека берилл чуть более светлый. Бриллиант чуть более мутный, я бы сказала. Да-да-да. Вот он берилл. Это у нас черная граната. Вот перстень. Это черная граната. Вот это золото, красное золото сверху. Это персидское украшение. И внизу серебро. Это ручная работа. Вот видите? Это видно. Вот оно. И точно такой же из Персии мне подарок сделали. Сейчас покажу. Ну, похожие. Похоже по структуре работа. Точно так же. Здесь красное золото. Это черная граната. Знаки ариев. Вот, знак солнца. Вот здесь эти символы, знаки. Видите, это звери. Сделаны мелкие-мелкие звери. Лисы, что-то в этом роде. Вот. Вот внизу. Это тоже ручная работа. Вот перстень. Сейчас редкие камни покажу. Это белый топаз. Белый топаз вообще можно носить людям, которые имеют дело со множеством народу. То есть он где-то регулирует вот это вот, как вам сказать, нервную систему успокаивает, вносит равновесие. На самом деле может показаться, ну камни и камни, неужели они действительно что-то делают, что-то влияют? Поверьте, мне влияют. Я просто очень многие из них носила. У меня мой благоверный перстень, который я ему подарила, подарил своему знакомому, даже не друг. И вот, говорит, недавно встретились, и он говорит: ты знаешь, вот твой перстень приносит мне удачу. Как только я снимаю, дела что-то не так идут. Я, говорит, уже боюсь, я в ней уже сплю. Это, говорит, такой перстень я за год, вот год назад где-то подарил. Я за год, говорит, 2 машины купил. И он говорит, я ему говорю, если бы ты знал, от кого этот подарок, ты бы понял, почему тебе так везет. Я ж не случайно подобрала. Там был, сейчас скажу, сапфир, индийский сапфир, большой. Ну, подарил, дурак, что я могу сказать? Ну, такой добренький. Ну, подарил и подарил. Хотя это ему был подарок. Есть такие люди, слишком добрые. Вот это очень дорогая вещь. Это сверху и серебро, и белое золото. Это бериллы и топаз.
Чистый топаз – это африканский топаз, Кейптаун. Она очень красивая вещь, да. Правда, она лезет мне только на перстень. Ну, сейчас, может, и дальше полезет, не знаю. Но вот только, то есть на маленький палец. Вот он. Угу. Еще разновидность топаза. Индийский топаз. Хотите посмотреть? Вот он. Он синеватый. Он даже не белый. Видите, разница есть. Я сейчас вам покажу, посмотрите. Вот смотрите. Вот этот топаз, да, Малой Азии. И вот это индийский топаз. Он такой синеватый камень. Здесь не передается. Другая разновидность топаза. Показываю. Это тоже Восток. Это тоже там добывается. Ну вот Персидский залив, вот там. Вот. Он тоже чуть-чуть синеватый, но он напоминает аквамарин чистотой своей. Это тоже разновидность топаза, но он называется раухтопаз. Он как капля слезы. Да-да-да. Это как слеза прозрачный. Это раухтопаз. Что делать? Носить зеленый хризопраз. Все камни надо носить. Просто есть камни, которые, ну, для чего-то, понимаете? Так. Эти я. Так, это у нас цитрин. Вот он такой перстень. Ну, его надо на малый палец. Это цитрин. Дорогие друзья. Это зеленый аметист. А для чего? Ну как для чего? Чтобы носить. То есть камни, которые более так, скажем так, небезопасны, я о них, конечно, скажу. Они в основном вообще вот такие вот камни, да, из семейства топазовых и цитриновых, они приносящие удачу. Но топаз нужно носить после 30 лет. Раньше не стоит. Он вызывает агрессию окружающих на вас. Потому что это яркий камень, понимаете? Его надо заслужить. Он не любит каждому идти, чтобы каждый покупал и носил, я вам скажу. Хотя это не самый дорогой камень, но в любом случае. Вот еще одна разновидность топаза, синеватый тип. Это, в принципе, мне дары. Вот подвеска цитрин. Вот он так. С определенными знаками. Ой. Топаз. У меня много топаза, видимо, потому что я люблю, и мне дарили много топаза. Вот. Это разновидность. Это халкопал называется. Правда, он светлый. Значит, аметист и аметрин. Аметрин, он более темный. Понимаете, аметист, он светлый. Вот здесь его, я даже еще пока это не оторвала, видите? Это разновидность раухтопаза. Вот это вот такой вот камень афганский. Наполовину такой цвет, наполовину. В Афганистане вообще часто такие камни встречаются. Разноцветные, как, знаете, такие. Да. Халк это зеленый, зеленый опал просто. Халк опал. Это не отдельно из Индии мне привезли. Цитрин. Для моих, ну, вдруг я захочу чего-нибудь сделать. Камень. Цитрин притягивает удачу. Вот еще белый топаз. Насколько я помню. Да, кажется, белый топаз. Не-не-не, все.
Забыла. Вот он, белый топаз. Это берил, опять же. Это опять берил. Они чем-то похожи. Но здесь более яркое. Вот он, белый камень. Тут пока сундучок закроем. У Хюррем кольцо пока не буду показывать. Сейчас пока показываю только серебро. Так, здесь у нас индийский топаз. Топаз Малой Азии. Надо тебе пора сундук купить. Это у нас... сами скажите, что. Я еще не все показываю. Там есть и другие украшения. Я сейчас не буду доставать. Лень, если честно. Или достану, ладно, ради вас. Это цитрин, да. Вот это браслет. Это у нас кубачинские мастера, Дагестан, дорогие друзья. Это кубачи. Это кубачи. Видите, меня даже видно там. Обратно положу. Хорошо. Это у нас разноцветные жемчуга. Это мне подарила женщина хорошая очень из Испании. Очень добрая, хорошая, честная женщина такая, скажем так. Ну, просто святая женщина. Порядочная очень, верная, очень достойная женщина. Вот, поаплодируем ей стоя. Это ее семейные украшения, которые она мне подарила. А семейные украшения абы кому не подаришь, согласны? Это надо действительно уважать человека, чтобы подарить. Так что спасибо вам, женщина. Добрая, хорошая, приятная, да. Достойная и, главное, порядочная женщина. Дай Бог тебе всего-всего. Если ты еще жива, конечно. Вот. Только я не сказала, какой Бог, понимаете? Я же цвет Бога не обозначила. Когда мы говорим «дай Бог», мы же цвет Бога не указываем. Какой Бог? Белый, красный, черный. Так, индийский топаз. Он очень яркий, очень. Такой прям сверкающий кукольный цвет. Это позолота, это не золото. И вот эти вот, в общем, и серебро. Пойдемте дальше. Это я не просто вам показываю, это я еще вытаскиваю, чтобы на лето надеть. Вот потом вытащила, думаю, дай покажу, раз уж попросили. Значит так, товарищи, здесь аметист, топаз, цитрин. Это браслет. Вот такой вот. Это мне отправили. Это мне из Стамбула. Но это не стамбульская, скажем так. Это работа итальянских мастеров. Она просто была в Италии, человек, я вам рассказывала, преследовали очень ее сына, чуть не убили. И потом она мне отправила, после того, как у нее все уладилось, она мне отправила эти 3 браслета. Это топаз, то есть цитрин, топаз. И где он у меня? Аметист был еще. Может, я отдельно положила? А, вот он, да. И аметист. Вот получается 3 такой красоты. 3 цвета. Это у нас аметрин. Индийский аметрин. Это у меня давно-давно подарили. Зовут ее Марина. Осетинка она. Называется «Слеза Азии». Здесь аметист, топаз, цитрин. Вот. Чего вы так, товарищи? Ой, куда ты улетела? Это колье. Значит, здесь хризолит, раухтопаз, аметрин и аметист. А эти мелкие
Это белый топаз. Вот. Это подарок Марго из Украины. Это Марион. Огромный Марион. Это мне тоже подарок. Денежная мандала. И здесь гранат. Он огромный, между прочим, вот. Видите? Большой. Вот это от того топаза браслет. И я их чищу сама. Люблю чистить, нервы успокаивает. Что значит просто помню? Разбираюсь. Я же наизусть не пишу нигде. Я в них разбираюсь, естественно. Это без камней, это я перепутала. Это колье Хюррем называется, товарищи. Вот. Это цаванит. Это не изумруд, это цаванит. Это зеленый, сейчас скажу, что это. Зеленый гранат, цаванит. Вот. Цаванит можно наносить людям, у которых с давлением проблемы. Цаванит очень хорошо регулирует давление, чтобы вы знали. Так, это марганит. Вот такой, он похож на цитрин, но он такой немножко кисловатого цвета. А это из топаза бусы. Не особо их ношу, но мне подарили. Так, это вот такое маленькое белое золото и бриллиант. Маленький-маленький. Это Израиль. Видите, звезда Давида. Это богиня-матерь. Это относится к культу. Это лунная богиня. У меня есть и статуя, если видели, я думаю. 2 часа ночи, женщины, почему не спите? Интересно, вас хочу задать. Сон улетел. Понимаю. Эмаль, луна и волк. Называется «Волчья песня». Или подвеска Гекаты. Вот. Это я сюда положу, тоже буду носить, а то я про него забыла. Это все именно касаемо культа. Единорог, это синяя эмаль, пурпур называется, это серебро. Это у нас лунная лиса или лунный кот. Я кому-то дарила тоже такое, я сейчас не помню кому. Ну вот лунная лиса, да. Бафомет. Помню, как одна бабка перекрестилась перед Бафометом. Свое почтение показала. Мерлин, колдун. Знак чернокнижника, перевернутый крест. Это у нас ведьма на метле. Так, это вибрация планет, называется серебро и граната. Это называется слава Гекате. Волк поет. Вот это я боюсь носить. Вот это я боюсь носить. Это называется костер кармы с аметистом. Сколько бы я ни носила вот это вот
эту подвеску, этот знак, у меня обязательно большая денежная потеря. И я больше его не ношу. А почему? Чистка кармы. То есть очищает мою карму. Спасибо большое. Я что-то теряю, чем-то плачу, и мне потом очень хорошо. Я его не ношу. Вот если у вас есть такой знак, не носите. Да, чистка кошеля. Это действительно опасный знак. Не носите. Вот есть такое у кого-нибудь? Не носите. Если у вас постоянные проблемы, это вот из-за него. Не носите. Он лежит у меня и лежит, я его не трогаю. Я вам говорю серьезно просто. Хотите, носите, ваше дело. Так, это у нас, опять же, топаз. Геката. Трехликая. Ну, это пентаграмма, это все остальное. Очень вредный, да. Ну, это знаки. Сейчас не будем это все вытаскивать. Да, могу последнее еще показать. Погодите-ка. Кадуцей. Это для торговли и прочего. Кстати, надо носить. Что я тут... Его все это закрыто. Чаша Грааля. Куда ты попал, ты в ад. Сейчас черти побегут тебя жарить. Готовься. Скоробей. И вот Кернун. Так, дорогие друзья, давайте я это все разложу, чтобы оно мне не мешало. Да, интересные. Нравится? Хорошо, что нравится. Туда положила. Так, секунду. Угу. Я знаю, что тебе ничего не нравится. Я давно это поняла, что тебе вообще ни хрена не нравится в жизни. Ой, куда она упала? Так. Это мы сюда разложим, чтобы оно нам не мешало, дорогие друзья. Так вам прямо срочно надо другие камни посмотреть. Ну ладно, придется мне открыть ларек. Так, пойдемте далее. Давайте я это уберу с глаз подальше. А я про них просто забыла, Ян, на самом деле. Я просто положила туда и лежат как-то. Знаете, я так прям с ума не схожу. Они есть и есть. Сейчас вытащу. Одну секунду, погодите. Это все надо вытаскивать. Это не просто, товарищи. Так, иди сюда. Начинаем с... Итак, давайте начнем. Да. Значит, цитрин. Это у нас цитрин. Камень, приносящий богатство. Это хризопрас и цитрин. Вот, собственно говоря, хотела надеть. Да, с бриллиантами не очень сотрудничает, но красиво. Да, цитрин как солнце. Давайте эту красоту я сниму, что она мне немного мешает. И не хотелось бы, чтобы она пострадала, поскольку я ее люблю. Давайте, красавица, уложу спать. Угу. Так. Если помните, какая-то
какая-то овцебык говорила, что мне дарят какие-то знакомые ювелиры на пару дней, а я показываю. Так вот, они все у меня уже много месяцев. Знакомые ювелиры обратно не потребовали. Так что все мое. А я не прочитала, что там Яна написала. Не прочитала. Ну ладно, ничего. Значит, вот цитрин, паучок. Он немножко большой стал мне. Вот цитрин. Ну вот показываю, собственно. Вот этот вот камень. Что такое интересное вы сказали друг другу, товарищи? Вот, значит. Угу. Секрет, ну ладно, секрет так секрет. Ну, в общем, это цитрин. Коллекция цитрина. Ты лучше армянский волокордин выпей, грамм 200. Носите цитрин. Вот хоть какой камень цитрин, он притягивает определенные суммы. Это правда. Ее не зря называют камень богатства, цитрин. Пойдемте далее. Если я так часто буду показывать, вы все растолстеете, товарищи, на нервной почве. Пойдемте дальше. Здесь у меня богемский хрусталь. Это хрусталь. Сделанная как, знаете, как ветки. Вот есть еще и подвеска его где-то лежит. Вот так вот. Давайте вот так вот сделаем, да. Значит, вот тоже берил. Видите? Горная хрусталь. Вот. Это шикарное кольцо, очень красиво смотрится. Любые есть, какие вот хочешь, все есть. Вот это мне Лёша привез из Индии, горная хрусталь. Это индийская горная хрусталь, причем мастер очень известный и огромные красивые камни. Вот это подарок Алексея, моего друга хорошего, которого назвали таджикским строителем, которому я деньги заплатила, чтобы он в ресторане со мной посидел. Идиот. Ой. Если бы все таджикские строители так выглядели, как Лёша, они бы от счастья плясали. Так, это радированное серебро. А, второй муж уже. Это хорошо. Это... Ой, господи. Все, забыла. Представляете, забыла камень. Нет, это не топаз, не берил. Нет, нет, это... Все. Не помню все. Да, алмаз, конечно, столько алмаза, такие огроменные. Нет, дорогие люди, это не горная хрусталь. Это, ну скажите, ну вот какой камень ставят везде? Все. Циркон, да, все. Это циркон. Это циркон. Циркон обычно так сверкает. Нет, это не фианит. Фианит это искусственный камень. Это циркон. Просто я люблю называть вещи своими именами. Вы в камнях не очень разбираетесь, но я не собираюсь преувеличивать камни. Вот какие есть, такие есть. Что есть, то и называем. Что у нас тут за бибизяны бегают? Глаза закрытые. Так, пойдемте далее. Это аквамарин. Вот он чем-то напоминает топаз. Не слепни. Я сейчас тебе оживю. Это аквамарин. Это раз.
Вот это серьги. Это все мне в основном из разных стран. Италия, Израиль. Ну, вы видели, многие из них я вам показывал, да, кто откуда отправлял. Вот браслет его. Егонный, как в этом нашем любят мужское и женское. Егонный, еёный, егошный, егошный браслет. Аквамарин, это большой. Такой большой, шикарный аквамарин. Один из моих любимых украшений. Это надо мне отдельно положить, чтобы я его носила. То я их уже забыла. И вот эти. Это топаз, как слезы. Но они чем-то напоминают аквамарин, поэтому я вот его положила вместе с ними. Я чувствую, у нас еще 20 эфиров надо, чтобы это все вам показать. Да некогда, я и особо-то не выхожу. Так, сейчас я... Да, и вот топаз, большие топазы. Вот. Тоже афганские топазы. Такой большой. Аж в ладошек. Да. Это вот они. Два топаза. Так. Это я сюда положу. I'm sorry. Разложу все как положено, чтобы оно мне не мешало. Все. Ничего, потом я это все исправлю. Так. Это мне подарили перит. Здесь обычный перит, халка перит, золотой перит. Вы это видели, да? Я при вас открывала эту посылку. Вот. Очень красивые. Всем нравится, все прямо... Ой, такие камни у вас, это вообще откуда? Я говорю, любовник есть, понятно? Отправляет меня с разных стран. Это мне супруг подарил когда-то. И обижался, что я его не ношу. Я говорю, ты понимаешь, это армянских мастеров. Это все армянские мастера, вот такой вот тип. Я говорю, мне нужно с чем-то носить. Я его просто так носить не могу. Вот просто вот надевать и носить. Это слишком такой эксклюзивный. И вот когда мне вот отправили перит, я вот теперь могу его носить. Вот смотрите, даже, ну, армяне же, что ты, они должны от всех отличаться. Как же ж, как, да здравствуют наши ювелиры, самые крутые ювелиры в мире. Ура! Вот так вот внутрь надо его засунуть. Как же он делал-то, блин? А, вот так надо как-то его, короче, вот. Угу. Вот так внутрь. И вот так вот. Вот. Ну, желательно, чтобы у вас вообще в сундуках не закрытые были ваши браслеты. Раскрытые пусть лежат. Потому что закрытые – это закрытое пространство. Дела закрывают, понимаете? Если у вас есть украшения, открывайте. Пусть они лежат открытые. Даже вещи, даже шубы лучше не закрывать. Потому что когда закрываете браслеты, они же ваша энергия замкнута, закрыта. Серьги можно, серьги это не то. Круглые вещи. А вот запоминайте. Потом старые вещи должны висеть под новыми. Иначе всю жизнь вы будете в старье ходить, новые не сможете купить себе. Вот посмотрите, от этого очень много зависит. Я же там снимала про приметы. Давайте дальше пойдем, пока время есть. Хоть какое-то. Так, это волчий клык. Это мне дарили, это славянский мастер делает, я думаю, помните. Это я недавно вам показывала. Это у нас... ой, давайте сюда положу. Вот вечно забываю я этот камень. Все, забыла. Или зеленая яшма, или что-то в этом роде. Так, аметист.
Вот такой вот большой аметист. За что мне дарят? За работу дарят. Вот. Это мне синий топаз. Вот каждое украшение – это чья-то спасенная жизнь, дорогие друзья. Я быстро буду показывать. Быстро, до утра не надо будет ждать. Это у нас серебро и марион. Вот. Тюльпан называется. Черный тюльпан. Значит, лимонный кварц. Он немножко отличается от цитрина. Он одно и то же, но чуть-чуть он посветлее. Поэтому его называют лимонный кварц. Желательно расстегнуть. Так, аметист. Вот это аметист, а это аметрин. Потемнее, видите? Это аметрин, это аметист. Так, это... сейчас скажу... зеленый александрит. Оказывается, это тоже зеленый александрит. А то я думала, что вот самый более известный. Вот он, лимонный кварц, зеленый александрит. А это агат, глаза. Глаза. Что вы там переплавить решили, товарищи? Так. Аметрин. Аметрин. Аметист светлый и обычный. А, бывших? Господи. Вы как в этом фильме, да? Эта собака мне напоминает Петю, а это Васю. Аметист. Лучше бывшего, да, переплавить, да и все. Вот, кажется, черный гранат, если я не ошибаюсь. Или что-то другое. Я сейчас уже не помню этот камень, если честно. Их много. Лунный камень. Лунный камень очень хорошо помогает при головных болях. Раньше делали, знаете, что из лунного камня такой обруч, то есть лунным камнем делали ободок с камнями и надевали на голову. Очень хорошо помогает и лечит мозговую деятельность, улучшает и так далее. Ой, аметист. Так, это сюда. Мне еще работать надо. Но я поработаю. Ой, а что я их не сняла-то, блин? Тихо, спокойно, не надо мне тут выступать. И без тебя тут делов дофига. Пусик понял, что нам не до него. Это аметист. Вообще его называют амихромил. Я поняла почему. Этот камень меняет цвет, когда у тебя эмоции переполняют. Но на сильных людях. Вообще это редко меняет цвет. Когда я показала там одной женщине, которая ювелир, она обалдела. Говорит, это очень редко, 1 на 1 000 000, чтобы аметист менял цвет. Это надо энергетикой человека вообще зашкаливать. Значит так, топаз. Раух топаз. Это у нас все. Оникс. Это яшма. Это восточные украшения. Значит, аметист. Опал. Опалы и минералы. Он очень красиво сверкает, просто камера не передает всю эту красоту. Гранат. Это Израиль. Видите, шапка Давида, царя. Гранат из змеи. Вот. Что? Не, это обсидиан, это другой камень, совсем другой. Оникс – это мрамор. Стражники змеи, кобры.
Ну, оно и есть ведьмино кольцо. Это таких мастеров сделано. Значит, бирюза, аметист, султаник, султанат еще называют его. Ну, вообще-то султаник он. Восточный перстень. Вообще этот перстень называется Сулейман. Если что. Ничего не напоминает? Да, да, несколько магазинов. Точно. Цитрин большой, солнечный. Это называется, сейчас вспомню, Каракале, Черная башня. Это копия кольца, который подарили Кёсем Султан яничары, говоря ей о том, что она есть их башня, их защита. То есть намекая на то, что она есть как сторожевая защита, башня империи. Копия вот этого вот. Все смотрят на нее. Вроде на ней ничего такого нет, она магически притягивает. И все говорят, ой, какое кольцо красивое, откуда? Вот. Вот так вот янычары принесли. Кёсем. Книга мудрости называется. Открытая книга. Раух Топаз. Александрит. Александрит и берилы. Ну, это тоже. Кианит. Редкий камень, кстати говоря, из недр земли. Ну так камни же. Топаз мистик. Видите? Он мистический, колдовской такой, необычный. Это топаз мистик. Ну и кольцо есть его, и цепь. Марганит. Карабункул. Вот он. Камень счастья называли, карабункул. Это Лилит, богиня. Это тут разложила на всякий. Вроде все сказала вам. Да, танзанит. Это под старину сделано с чернением. Розовый. Так, это зеленый турмалин. Ой, что-то прилипло. Да пускай капли выпьют, легче станет. Это александрит. Сейчас я вам покажу. Я вам еще раз говорю, каждый этот камень – это подарок. Вот теперь посчитайте, сколько у меня... Да, сдохла порноиндустрия. Не вынесла, идут капли пить. Сколько у меня спасенных жизней было. Вот по этим камням посчитайте, каждый этот камень, каждый перстень – это подарок от человека, которому я помогла. Понимаете? Вот и все. Вот. Да пусть Дизы наставит себе на задницу хоть. Кому оно мешает? Это мне Евгения отправила из Германии. Это белый, все, агат. Вот. Видите, какой нежный камень. Я сейчас не буду по этим гороскопам говорить.
как-нибудь потом. Так. Вот этот камень. Я сейчас его положу куда надо. Ну ладно, пока пусть тут полежит. Пойдемте далее. Откроем ларек. Так, это аметист. Это мне подарок привозили, я вам показывала камни. Много различных камней. Это его вот это подвеска аметист. Далее. Аметист улучшает память и улучшает взаимоотношения с людьми. Это аметрин. Вот это. Это раухтопаз. Это цитрин. Это горный хрусталь. А это огромный цитрин. Да, аквамарин и топаз. Это цитрин. Ну, еще бриллиант. Не забудь сказать. Шучу. Вот он. Вот это серебро. 925 пробы. Да, это огромный, честно говоря. Вот такой. Кому-нибудь по башке дашь, тут же лягут. Так что не рискуйте с ведьмами говорить на повышенных тонах. Знаете ли, у нее много тяжелых колец, чтобы долбануть. Вот, товарищи. Сейчас, секунду. Да закройся ты, ну что ты? Что ты меня на нервы действуешь, однако. Так. Вот это кольцо тоже может кого угодно убить. Это тоже очень сильное кольцо. Аметист, топаз, цитрин. Это золото, серебро. В общем, все в одну кучу. Вот. А само по себе все кольцо это серебро. Да. Оно шикарно смотрится. Когда я ее надеваю, иду на улицу, они прямо глаза все вылазят наружу. Глаза. Да. Это все ручные работы, поэтому они в единственном экземпляре. Хочу сказать. Аметист. Еще одно мое любимое кольцо. Это розовый кварц. Вот, видите? Восточный стиль. Персидское кольцо. Вот так вот он и смотрится. Настолько моя коллекция им жопу жжет, что даже дебильные клипы снимали, какие-то пластмассы раскладывали. Мол, вот мы тоже ведьмина коллекция, идиоты долбанутые. А это и это не то. Это я вам показывала армянских ювелиров работа. Вот. Это у нас кицуне, лиса девятихвостая. Да, уже жопа горит, не знает, что еще придумать. Медвежья лапа. Работа славянского мастера. Это у нас... Это
Мне подарили из Питера, привезли вместе с Иридой. Кстати, надо положить туда. Это бриллиантовые вот это вот. Все, улетело. Блин. Ёпростая. Ну как называется-то это дело? Вот это вот. Все. Представляете, улетело из головы. Как это украшение называют? Браслет. Ёлки-палки. И белое золото. Надо вот туда отложить, носить с тем браслетом. Я про него забыла. Это зеленый аметист. Он вызывает тоже восхищение все. Ой, какой красивый. Да, это мне из Армении шлем. Это коралл. Это у нас... блин, все улетело. Циванит, да, зеленый. Это гранат. Давайте. Это глаз дракона, аметист. Один из моих любимых колец. Вот он так смотрится. Это богемский хрусталь. А это вот колечко. Белое золото. Вот. Эти камни лучше носить после 30. Тогда они больше помогают. До 30 они агрессивны к владельцу. И он слишком часто попадает во всякие передряги. Кольца для ног. А кольца для жопы есть? Тоже неплохо будет смотреться. Так. Это у нас аметист. Да. Интересно, как он будет выглядеть. И белый топаз колье. Очень красивый, кстати, для лета носить. Вот. Здравствуйте. Так. Пойдемте далее. Быстро показываю, вроде бы и получилось некую часть показать. Что не получится, то не получится. Этого видели. Это тоже топаз. Ну, это коллекция топаза мне подарили за патриотизм, чтобы вы знали. Патриотам, оказывается, быть очень удобно. Это я еще даже не сняла. Раух топаз. Вот. Раух топаз, дорогие друзья, очень хорошо помогает найти нужного партнера. По работе и везде. Это у нас топаз. Да, это часть. Остальное я не успею показать. Я вам еще раз говорю, что каждый этот подарок – это спасенная жизнь. А теперь посчитайте, сколько людей начали по новой жить. Посчитайте сами. Раух топаз. Дальше. Так. Перейдем. Да, зачем?
Зачем покупать? Лишь бы не было, как у Зыкиной после ее смерти, как разбежались все. Вот это тоже топаз. Это аквамарин, дорогие друзья. Это топаз. Ручная работа армянского мастера. Это топаз. Это топаз. И это топаз. И танзанит. Немножко мутный танзанит, он другой тип формы. Да, да, надо в Ереван. Кстати, там очень хорошие ювелиры, очень красивые. Мне еще заказали кое-что. Я показывала девочкам пока еще в зачатке. И когда уже будет готово, я вам покажу. Это мне отправляли на одобрение. Невероятная красота. Надеюсь, в скором времени будет. Да, пора, давно пора уже замуж за ювелира выйти. Знакомого. Это мне коллекция Хюррем. Нет, Кёсем. Хюррем там другие были. Это мне отправили коллекцию Кёсем из разных стран. Есть есть и Стамбул, и не только. Вот. Вот эти три мне отправили с одного места. Вот. Видите, трех типов цветка. Здесь зеленый агат, здесь граната, а здесь перемешку. То есть и так, вот, который тебе нравится, то и носи. Если бы ты стала ювелиром, ты все, что бы сделала, потащила бы домой и разорилась бы. Вот почему ты не стала ювелиром. Так, это зеленая яшма, это немножко отличается этот камень. И гранат. Восточное солнце называется. Да, рубин, извиняюсь, правильно вы поправили. Не гранат, рубин. Вот он. Точно так же рубин. Вот яшма и маленький рубин. Так. Цаванит и рубины. Ну, с циркониями. Опять рубин. Камни, они усиливают энергию, поэтому я показываю и объясняю вам. Правда, сейчас значения особо не объяснила много, чтобы успеть показать. Али Баба тут рядом не валялся со своим мешаком. Вот. Вот такая вот бедная несчастная Инга, которая прямо подыхает. Да, вся такая нищебродная. Да, 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 я согласна. Будет, потому что мне еще работать долго. Стрекоза. Это у нас лягушки. Да, да, да. Это у нас мишка. Цитрин.
Вот это мне больше всего я люблю его. Ящерица. Моя ящерица. Сейчас так одеваю, так слегка, всю эту флору и фауну. Там еще есть, но я вытаскивать не буду. Попугай. И вот это вот царевна-лягушка. В общем, вот они. С различными камнями. Да, попугай. Ты же видела попугая? Попка дурак. Ой, вот он. А где у нас эти порно-сайты? Померли? Может быть, у них этот инфаркт ёбнул? Скорую вызовите. А лучше ветеринара вызовите им. Потому что это же скот. Да. Сдохли. Это точно. Рыбы – это хорошо. Рыбы – это весело. Так, что я еще хотела вам подарить? Ой, показать напоследок. Извиняюсь. Можно и подарить, конечно, но всем не успею. Погодите, вот это сюда. Чтобы не мешало. Это я еще пока не ношу. Это я даже не сняла. Так, это у нас тот бог пустыни в виде муравьеда с глазами из рубина. Вот. И это раз. Ента у нас драконий палец. Так одену, да, этот палец. И вот какой-нибудь красавца такой: иди сюда, иди сюда. Я думаю, он прибежит на радости. Вот. Да. Вот такой вот палец дракона. Бесподобно. Надо еще на эту руку купить. Вот это мне подарили. Надо узнать, где они взяли. И купить себе на эту руку. Да. За ноздри. Скорпион. Это все серебро. Просто она червленая специально. С чернением, чтобы было как бы похоже на, ну, старинные какое-то, старые, да, и так далее. Да. Да, этим глазом можно. Скорпион. Скорпионс. Царь скорпионов, одним словом. Так, это мне череп. С этим я, когда пошла, бабка одна перекрестилась. Это подвеска. Вот оленей череп. Давай уже. Вот. Угу. Значит, вот эта красота. Это тоже кольцо. Колечко. Это череп ворона. Это все символы, дорогие друзья. Это все символы магии. Это все, скажем так, да, работа мастеров, в принципе, неповторимых мастеров, которые редко потом, знаете, такие потом раз 100 лет рождаются. Ну что вам сказать? Это все благодарности людей. Все я сегодня вам не успею показать, потому что времени уже нет. Сядет сейчас батарея. Это все работа. И это все,
как бы за каждым украшением стоит чья-то жизнь, чья-то судьба. Спасибо всем, кто смотрел. Стимулируйтесь. Но я хочу вам сказать, что если бы можно было поменяться местами с вами, с обычными людьми, я бы, может быть, все это отдала и поменялась бы местами с вами. Но это невозможно. Поверьте мне, что это все за очень тяжкий труд. И это все не стоит тех страданий, которые нам выпадает за эти украшения и за все прочее. Вы всего лишь видите красоту. За ширмой вы не смотрите. А если вы посмотрите за ширму, вы ужаснетесь. Знаете, наша жизнь похожа на могилу. Снаружи очень красиво, очень приятно. Мрамор, гранит, а снутри гниль, кости, тлен. Поверьте мне, что вот это все нам судьба дает всего лишь как слабое утешение за то, что мы лишены очень-очень многого, чего вы не лишены. Мы в начале пути, многие из нас хоронят детей, маленьких. Здравствуйте. Я не исключение была. Несколько раз в моей жизни появлялись мужчины, которые меня очень любили, и я могла быть счастлива, я могла жить богато и обеспечена. Поверьте мне, что не только магия дает финансовое благополучие, но эти мужчины умирали, гибли. Не один и не два раза в жизни гибли они, физически уходили. Их то убивали, то они на войне умирали. Потом одиночество тебе не дают права полноценно жить своей семьей, потому что ты должна быть посвящена этой работе. Моя бабушка перед своей смертью, за несколько лет прокляла эти силы. Потому что когда она отказалась, когда она перестала этим заниматься, она сначала похоронила дочь, а потом сына. И она прокляла эти силы, и у нее случился инсульт, у нее скривилось лицо. То есть, если я хочу, чтобы мой сын жил, если я хочу, чтобы мои родственники хорошо жили, чтобы моя сестра жила хорошо, моя племянница, мама, отец, я должна этим заниматься. Я должна через себя пропускать все людские бедствия. А вот эти все кольца, шубы, все эти радости жизни, дорогие друзья, они очень мало утешения, когда у тебя в душе абсолютная пустота. А у нас в душе пустота. Мы не умеем любить уже. Я, в том понимании, в котором вы знаете. Мы не любим так, как вы любите, как женщины любят. Нам нельзя. Если мы любим мужчину чуть больше, то он обязательно или умирает, или начинает вести себя непонятно как, и он уходит от нашей жизни. Мы далеко находимся от наших детей, потому что мы должны до 40 лет служить пока только силам. После 40 они только разрешают нам воссоединиться с семьей. Это у всех так. Любую ведьму возьми, она живет далеко от своих детей. Так уж получилось, что у них дела, работа. Они любят нас, они хорошие дети, они достойные, воспитанные, они действительно наша единственная радость, но они далеко. Мы перетерпеваем очень много душевных травм, очень много душевных ран. На нас устраивает просто, понимаете, после 40, чуть-чуть ослабевает это все. Не так, они уже взрослые после 40.
И эти травли, и несправедливые обвинения. Знаете, как обидно и противно, когда заходят. Ой, про тебя там пишут, вот мы все поняли, кто ты. Они даже понятия не имеют, что я за человек, скольким людям я помогла, просто вытащила с того света. И такое пишут. Обидно, понимаешь, что это несправедливо, но что ты можешь сделать? Только доказать своей жизнью, что это неправда. Поэтому вот эти все кольца, они всего лишь, я вам показываю, чтобы вы видели, сколько людей выжило благодаря мне. Еще показать, чтобы вас стимулировать, что есть красивые вещи, чтобы вы стремились к этому. Показать, что востребованные мастера, они никогда не будут бедствовать. Понимаете? Не стало, но не стало, наверное, потому что я сильная духом, поэтому не стало. Многие озлобляются. Вот теперь скажите, положа руку на сердце, разве мастер, который не востребован, который, как пытаются облить говном мое имя, не интересен никому, ничего не делает никому и так далее. Разве вот у этого мастера будет столько, такая огромная коллекция даров? Это подарки все. Это практически все подарки. Я еще только серебро показал. Нет, конечно. Конечно, нет. Но это, хочу вам сказать, очень слабое утешение, дорогие друзья. Потому что наша душа так устает в этом мире, что мы, можно сказать, смерть ждем как праздник. Нет, мы не суицидальные люди, мы не сидим и не плачем, ой, когда помрем. Нет. Но смерть для нас, избавление, мы без страха уйдем. Абсолютно не будем переживать ни секунды. Очень устаешь, душой стареешь. Понимаете? Душой стареешь. Так что это, конечно, хорошо, это все красиво, это все приятно, но никто бы не выдержал столько. Никто бы столько не выдержал, чтобы это все получить. А все, что нам дают материально, да, нам материальное благо дают. Сталин сказал, хорошего врача народ прокормит, а я говорю, хорошую ведьму народ озолотит. И это правда. Но взамен на это у нас абсолютно пусто все. Понимаете? Это всего лишь... Нет, все нормально. Ничего плохого нет. Мы не слабые люди, на самом деле. Просто хочу вам объяснить. Это всего лишь утешение за все, что мы проходим. Это титанический труд, это нечеловеческий труд, это лишение части тебя. Это не просто. Понимаете? Это нелегко. Да я не про них говорю, мне на них плевать. Это все не просто так. Просто пытаюсь вам донести, дорогие друзья, что это все очень красиво, но за этой красотой стоит очень каторжный труд, очень тяжелая судьба, очень много лишений, очень много боли, очень много лет вот просто волчьего одиночества, страха, ужаса, преследования. Вы не можете знать, я не хочу вам говорить. Есть вещи, которые, если я расскажу, знаете, даже самый крутой детектив, скажем так, рядом не стоял. Ужасающие вещи, которые произошли в моей жизни. Чего я только не видела. И смерть видела, и пистолет мне в лицо наставляли. И, Господи, не хочу помнить. Все было. Но силы меня берегли для этого дня. Видите, наградили за все. Это называется «бери и не ной, сука». На, вот, видишь, сколько тебе дают, что тебе еще надо? Да, Яна, наставляли. Когда мой бывший муж был должен большую сумму денег, я сказала, я поеду, поговорю с ними, и он даже не удержал меня, беременную женщину,
пойти и поговорить с ними. Ему было, наверное, наплевать просто на мою жизнь. И когда я пошла туда, и когда мне сказали, сними куртку в лесу, я сняла куртку, и они увидели мой живот. Они просто наставили пистолет, сказали, куртку снимай. Я сняла куртку, и он увидел мой живот и говорит, ты что, говорит, дура? Я говорю, ну раз вы убить собрались, одевай, говорит, свою куртку обратно и своему мужу передай, что он козел. Я говорю, не говорите так, он хороший человек. Говорит, хороший человек не отправляет сюда к таким, как мы, жену, еще и беременную. Передай, что он пидораст. Вот так и скажи ему. Вы знаете, прошли годы, я поняла, что этот мужик был прав. Ладно, не будем об этом. Так что, дорогие друзья, чтобы жить, как я, надо пройти это все. А я вам не желаю это пройти. Я просто вам не желаю это пройти. Это только один эпизод из моей жизни. Не думайте, что нам очень легко дается. Нам очень нелегко дается все. Но не будем о грустном. Закончим на хорошей ноте. Я чуть позже кое-что хочу снять, но надеюсь, что сил хватит. Вы идите спите, утром проснетесь, будет сюрприз. Какой это вам? Скажите мне, как этого нашего винокура? Женщина, а вам сколько лет? Ну ладно, не говорите, потом сюрприз будет. А у вас сколько детей? Ну ладно, не говорите, потом сюрприз будет. На куклу пока сил нету, Ян, и мозгов не хватит. Но постараюсь. Надо его пересмотреть, тот заговор, который у меня есть, он немножко более такой легкий, я хочу чуть усилить. Да? Женщина, вы блондинка, брюнетка или наоборот лысая? В общем, дорогие друзья, все юморные люди, все люди, которые веселые, шутят, говорят, они на самом деле прошли самые страшные вещи на земле. Вот как ни странно, да, люди, которые такое видели в жизни, они почему-то самые вот юморные, самые такие, как вам сказать, заводные, прям душа компании. И все думают, ой, эта женщина такая счастливая, так все хорошо у нее оказывается. Нет, она этим юмором себя спасает, чтобы с ума не сойти. Так что учтите, все комедианты в мире на самом деле были трагики в душе. Они все мечтали когда-нибудь играть трагедию Шекспира. Помните, все комедийные актеры говорили, мы самые лучшие трагики. Просто нас вот первый раз показали вот так, тот же Чарли Чаплин. Он был такой несчастный человек, он столько своих детей похоронил, он такое прошел. Когда его пришли, ему сказали, что его любимая женщина умерла, и он был на сцене. И он, значит, сыграл до конца, сыграл, весь зал там хохотал, прям падал в обмороки. И как только уже занавес закрыли, он просто побежал в свою гримерную и рыдал и орал нечеловеческим голосом. И когда его спросили, ну как вы выдержали, он сказал, вы не представляете, с какой болью я сыграл. Я должен был сыграть до конца. Иначе бы я себя не уважал. Дело не в деньгах, поверьте мне. Это не из-за того, что деньги не потерять. Нет, не из-за этого. Да. Когда Пугачевой подошли, сказали, что мама умерла, она сказала, вы мне ничего не говорили. Она вышла, выступление закончила, потом пошла, начала рыдать. Это внутренний стержень, понимаете? Если кто-нибудь скажет, ой, как не стыдно, вот я бы оборвала наполовине, я бы вот сказала, что вы, мне деньги не важны, отдайте обратно. Дело не в деньгах, может, никто бы эти деньги не потребовал. Дело в том, что внутри есть сила духа. Иначе эти люди ничего не добьются. Вот ничего не добьются. Вы думаете, им не больно? Знаете, как больно потом бывает, как они это переживают. Но в этот момент они выполняют тот долг, ради которого пришли на этот мир. Вот я пришла для того, чтобы быть ведьмой, я свой долг выполняю. И как бы мне не было тяжело и плохо, я с человеком разговариваю, возьмите вот это сделайте, то может в этот момент мне просто ужасающе плохо. Но никто не знает и не узнает. И не надо.
Понимаете, если я буду вам говорить все время, вот мне плохо или что, я просто сломаю вам крылья, а я родилась для того, чтобы вас окрылять. И я не должна показывать, что мне нехорошо. Мне всегда хорошо. И вам должно быть всегда хорошо. И напоследок давайте один интересный тост скажем. На Кавказе, значит, празднуют свадьбу. И тут тамада мрачный, усатый тамада, они все, аксакал, скажи тост, скажи тост. Он встает и говорит, я хочу выпить за здоровье своей жены. Будет здорова моя жена, будут здоровы все мужики в селе. Будут здоровы все мужики в селе, будут здоровы все бабы в селе. Будут здоровы все бабы в селе, буду здоров я. Так выпьем же за здоровье моей жены. Вот такой умный, мудрый аксакал. Орел кавказский. Да, дорогие друзья. Да, еще есть такое. Летел орел, летел, схватил козла со скалы и понес. И тут увидел этот, скажите мне, охотник, прицелился, хотел выстрелить козла, но попал в орла. Орел упал, а козел полетел дальше. Так выпьем за то, чтобы в орлов не стреляли, а козлы не летали. Да, у нас что-то в последнее время много летающих козлов появилось. Летают и летают, суки. Охотников на них нету. Все, дорогие друзья. Всем спокойной ночи. А я пошла дальше пахать.